Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу продолжить тему фарфоровых статуэток СССР. В этой коллекции вы увидите статуэтки двух ленинградских заводов. Это ЛФЗ, Ленинградский фарфоровый завод, и ЛЗФИ, Ленинградский завод фарфоровых изделий. Это два разных предприятия, у них разная история. ЛФЗ – это Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова, бывший императорский фарфоровый завод, и работает он аж с 1744 года. А ЛЗФИ – это Ленинградский завод фарфоровых изделий, который был основан в 1920 году. Касаемо ценности статуэток, на данный момент ЛЗФИ статуэточки стоят немного дороже, чем статуэтки ЛФЗ. Статуэтки ЛЗФИ, они более расписные, там обычно делают сказочных персонажей. В этой коллекции будет представлена статуэтка Танюшки от ЛЗФИ. Остальные статуэтки почти все ЛФЗ. Ну а теперь позвольте приступить к коллекции. Данную коллекцию мне любезно предоставила моя соседка. Она всю жизнь проработала учительницей русского языка и литературы. И почти все статуэточки эти – это в благодарность от учеников во времена Советского Союза. На самом деле мало кому из учителей оказывали знаки внимания. Она была действительно очень хорошим учителем. Ей люди до сих пор многие благодарны. Приходят к ней в гости бывшие ученики, дарят цветы, поздравляют с днем рождения. И вот она любезно согласилась, чтобы я вам показал ее статуэточки. Они, конечно, не продаются. Это все наследство, которое достанется ее внукам. Но, тем не менее, некоторые фигурки я нигде больше не видел. Мне они кажутся достаточно редкими. Начнем вот с этой вот балерины. Это так называемая малая балерина или маленькая балерина. Фигурка абсолютно целая. Одна из немногих, которая дожила до нашего времени. Здесь вот клеймо ЛФЗ, Ленинградского фарфорового завода. Такие балерины изготавливались с 1970 по 1975 год. Ее примерная стоимость, за которую ее можно сейчас купить, 6000 рублей. Но это, опять же, я смотрел просто по объявлениям, где вот в продаже есть такая балерина. Может быть, они дешевле стоят. Ну, за 6100 рублей ее можно на сегодняшний день было купить. Не знаю, насколько там оригинальная балеринка была, но вот такая вот цена выставлена. Следующая фигурка. Это фигура Леопард называется. Некоторые его ягуаром называют, но по идее это леопард. Здесь вот видно знак качества СССР стоит. Штамп ЛФЗ. Такие фигурки леопарда изготавливались с 1970 по 1980 годы. Стоимость ее, за которую можно купить такую фигурку, 2500 рублей на сегодняшний день. Они не больно дорогие. Эта фигурка тоже сохранилась, на мой взгляд, в идеальном качестве. Во всяком случае, я не вижу нигде ни сколов, ничего. Очень даже симпатичный такой котейка.
Чем-то на бенгальскую кошку сейчас похож был бы. Следующие две фигуры — это фигуры слонов. Это большой слон и средний слон. Слоны тоже Ленинградского фарфорового завода. Изготовлялись они с 70 по 80-е годы. Выпускались. Внешне они практически одинаковые, отличаются лишь размерами. На удивление, у обоих этих слоников отломаны левые бивни. То есть, видимо, в конструкции вот в этом месте самая слабая точка была. А поскольку фигурки эти старые, очень они настоящие, то вот у одного слоника бивень отломан, и у второго тоже. Даже в интернете почти все такие фигурки почему-то продаются без одного бивня. Тут, как видите, на одном из слонов есть надпись. Такие слоны стоят от 3 до 5 тысяч рублей. Я так полагаю, в зависимости от размера. Данная надпись называется гравировкой. В Советском Союзе было очень модно делать гравировки на статуэтках, на различных предметах, на часах, которые дарили в подарок. И этим данные фигурки становились индивидуальными, а не теми, которые есть у каждого. В СССР практически на каждом углу была граверная мастерская, где работали граверы. Специальной машинкой они рисовали вот эти вот буковки каллиграфическим почерком. Делалось это всегда очень красиво. Люди были опытные, не дай бог испортить подарок. Вот так вот выглядит слоник снизу. С одной из ножек штамп ЛФЗ. Это вот большой слон. Сейчас маленького покажу. А это вот маленький слоник. Тут вот также штамп почти стерся. Что на одном слоне, что на другом. Вообще, прям как идентичны эти слоники. Вполне возможно, что из них можно было составить какую-нибудь композицию, где они друг за другом идут. Хотя нет, это не тот вариант. Здесь вот бивни мешают. Я видел, где слоников вот так вот составляли вместе. То есть большой, маленький идет. Вот такие вот фигурки. Следующая очень красивая фигура называется малахитовая шкатулка. Здесь изображена Танюшка из сказа Бажова о малахитовой шкатулке. Так она и называется. Сказ «Малахитовая шкатулка». Бажов писал о буральских мастерах. Он же написал сказ «Каменный цветок», всем известный. В данном рассказе идет речь о дочке Степана. Степан — это человек, которому хозяйка Медной горы подарила вот этот вот ларец, малахитовую шкатулочку с драгоценностями. Потом Степан якобы умер. У него осталась вдова Настасья Степанова. И у них была дочка Таня. И вот, чтобы эта Таня не грустила, мама дала ей вот эту вот шкатулку, и Таня очень любила мерить драгоценности. Здесь вот изображен именно этот момент. У Танюшки здесь отломана рука, к сожалению, отбита. В этой руке она держала еще зелененькое зеркальце, смотрелось. И вот мерила цепочку другой рукой. Вот она держит. Снизу данная статуэтка выглядит таким вот образом. Здесь штамп Ленинградского завода фарфоровых изделий стоит. ЛЗФИ. Вот так вот фигурочка выглядит сзади. Вот такая тяжелая очень статуэтка, достаточно массивная.
но очень красивая. Жаль, конечно, что рука здесь отбита, но тем не менее, это прежде всего память, как и любая другая скульптурка. Вообще такая статуэтка стоит аж около 12 тысяч рублей, если в интернете цены посмотреть. Но это, наверное, в идеальном состоянии. И вот эти вот большие именно. Есть еще маленькая такая же статуэточка маленького размера. Ну и последняя статуэтка. Эта статуэтка называется лань. Некоторые его называют олененком. Такой вот весьма интересный олененок. Мне кажется, она тоже немножко повреждена, а именно у нее нет рожек. Судя по всему, они все-таки должны были быть, вряд ли это так скульптура задумана. Я думаю, они тоже отбиты. Хотя тут не белая, я не знаю, но может быть это действительно так сделано, как будто рожки спилены, но мне кажется, все-таки, скорее всего, просто оббиты рога. Тут штамп вот такой вот, интересный. Это не ленинградский фарфор. Лань сделана на заводе, по-моему, Лихте называется, или Лихты. Это скульптурка 1950 года. Скорее всего, что-то прибалтийское, судя по названию. Вы уж простите, я не специалист. Вот, цена такой лани, я даже вам сказать не могу цену, сколько она стоит. Ну, наверное, тоже около 3000. Но врать не буду, не знаю. Вот про лань ничего вам не скажу, ребята. Вот, в принципе, и все скульптурки, которые я вам сегодня хотел показать. Если будет еще материал со скульптурами, обязательно сниму. Я очень люблю скульптуры Ленинградского завода. В них есть какой-то свой шарм. Я знаю, многие не любят. Говорят, они некрасивые, но мне они всегда нравились. Прям с самого детства. По-моему, очень классные фигурки. И очень хорошая память. Но поскольку я живу в Санкт-Петербурге, то в каждой второй семье есть какие-то скульптурки. На этом все, друзья. Как покрасивее-то закончить. Вот как-то так. На этом, друзья, все. Всем пока. Спасибо за внимание. Комментируйте. Если понравилось, ставьте лайки, мне будет приятно. До новых встреч!